Всем доброй ночи. Сегодня планировала кое-что провести, но поскольку очень устала, если честно, решила просто подарить вам заговоры очень полезные, нужные от болезней, от боли, от хвори. И сегодня, наверное, на этом ограничимся, потому что действительно ужасно усталость, много работала в эти дни. Я вам уже дарила, друзья мои, заговоры от болезней. И много и для детей, и для взрослых, очень много. Видите, летают и летают вот на черном фоне специально. Вот сейчас так покажу. Это называются сущности, которые появляются из ниоткуда и уходят в никуда. Иногда летают прямо на тебя. Камера фиксирует, но человеческий глаз их не видит. Подарю вам еще некоторое количество очень сильных заговоров и маленьких ритуалов, которые могут вам помочь в таких острых случаях. Мигрень. Мигрень, мигрениум, мигреноз вообще означает полголовы. Это боль, которая начинается с половины головы. Назвали эту болезнь гениев. Потому что в основном мигренью болеют люди мыслящие. Люди, которые, чей труд в основном интеллектуальный. У них бывают ужасные боли. Мигрень бывает с аурой и без ауры. Аура – это когда начинается головная боль, и до тошноты просто это боль, когда начинает раздражать свет, звук. Мигрень появляется от того, что ты мало ешь, не успеваешь, и от голода. Мигрень появляется от того, что ты много ешь. Мигрень появляется от кофе. Мигрень появляется от отсутствия кофе, от света, от запахов резких, после поездок, от напитков алкогольных. Тут даже не в злоупотреблении дело, даже 100 грамм вина могут вызвать жуткую мигрень. И хотя у мужчин тоже встречается мигрень, но чаще всего у женщин, особенно после того, как они рожают ребенка, физиология меняется и появляется вот эта болезнь. Мигрень никак не лечится абсолютно. Ее можно только притупить. И, может быть, каким-то образом как бы облегчить свою участь. В древние времена некоторые правители настолько сильно страдали от этой боли, что некоторые правители писали в своих дневниках, личных архивах, что у них были мысли покончить с собой. Представляете, человек, который владел огромным государством, казной и не имел ни в чем нужды, настолько устал от такой жизни, что хотел уйти. Это действительно страшная боль. И если под рукой нету таблеток или чего-то еще, это ужасное состояние. Ничего не помогает. Может человек повернуться в разные стороны, бесполезно. Это один из самых сильных болей. Но возможно предотвратить и облегчить, если много отдыхать, если соблюдать определенную диету, исключить продукты. Бананы вызывают мигрень, апельсин. Апельсиновый сок вызывает мигрень. Сыр. Сыр вообще сразу вызывает мигрень. Малина вызывает мигрень. Ну, это огромное, это надо просмотреть, каждый по-своему с этим борется. Но магия может помочь человеку облегчить боль. И это уже доказанный факт веками, что с помощью магии, если не излечить, то хотя бы облегчить боль возможно. Например, люди, у которых
как бы настаивалась кровь, то есть мало двигались, ну, может быть, инвалиды, лежачие люди. Их часто возили к ведьмам для того, чтобы те заговаривали кровь, чтобы кровь функционировала хорошо, чтобы вот этих не было, как пролежни называют, или как там называется, я сейчас не помню. От того, что человек долго лежит, у него и тромб может образоваться и прочее. Не все это умеют, но в любом случае это существует, это факт. Дорогие друзья, я хочу вам дать уже испробованные заговоры и ритуалы, несложные, но очень сильные, которые уже не раз помогали людям. Впрочем, все, что я отдаю людям, оно им помогает. И, наверное, знаете, на чем я держусь на плаву, если уж так можно сказать, что помогает мне в этой жизни, вот столько всего пытаются со всех сторон как-то очернить, что-то сделать, потому что люди судят по себе, когда люди сами, никто, им кажется, что ну не может человеку быть дано это, да. Если ты не способен, например, написать стих, тебе кажется, ну это нереально, что кто-то может написать, он наверняка где-то может что-то там прочитал. Ну как может человек сам писать стих? Ну может человек и стих написать, и оперу написать, но каждый судит по себе. И вот, видимо, что мне помогает идти вперед и создавать больше, это то, что мои ритуалы, мои заговоры, вообще все эти мои рекомендации настолько сильны и настолько реально помогают, что не то, что у меня нет сомнений, у людей нет сомнений, у кого нет сомнений. Поэтому все остальное, что бы ни пытались сделать, оно абсолютно уходит в пустоту. То есть оно в пустое, не дает никаких результатов. И вот серия еще таких заговоров, которые я начну вам дарить. Сегодня одну часть сниму, завтра еще сниму для детей. Хочу снять полезные ритуалы, которые могут родители провести для детей. Я даю вам ключ, дорогие друзья. Только благодаря ключу, и ключ и замок называется, ну, я объясняла об этом, если помните, да, тайна заговора. Только благодаря ключу возможно простому человеку добиться успеха в магии, то есть вот в просьбе, да, в обращении получить помощь, только зная ключ. А ключ дает только знающий человек. Именно поэтому ритуалов, заговоров много, но от них толку мало. Работают только те, которые с ключом. Все, давайте эту часть вступительную завершим и начнем. От мигрени. Нужно читать на воду 6 раз. Умыть лицо. Постарайтесь сделать это утром, когда встаете. Вот перед тем, как умыться, это сделать, а потом и умываетесь и делаете, что хотите. И перед сном. Если вы вот так месяц будете делать, у вас боли уменьшится, улучшится кровоток. Вот этот очаг, знаете, перестроится, вот этот очаг мигрени, и на очень долгое время он, либо они будут слабые, что таблеткой можно заглушить, либо они полностью исчезнут, но это нужно повторять, не забывайте, это не раз и навсегда, это нужно постоянно повторять, это перепишите себе, оставьте, знаете, как Библию свою от мигрени, и все время проводите эти ритуалы. Они не сложные, но они очень сильные. Читать на воду 6 раз, а потом этой водой умыть лицо. Не вытирайте. Умойтесь и подождите чуть-чуть, чтобы она высохла сама. Великая сила воды, услышь меня и помоги. Как вечная река смывает берега, так смой мою головную боль. Убирай хворобу. Вода Ульяна, Маримьяна, смой с меня чемерок. Лоб не боли, темечко не жми, мозг огнем не гори, будь здорова моя голова.
без боли живи, богов благослови. Да будет так. Второй момент. Берете нож и воду в емкости начинаете отсекать вот так в разные стороны просто. Как будто режете воду. Не нужно крест-накрест, ну как получится, это не принципиально. Главное вот так резать воду кухонным ножом. И читайте 13 раз. После этого эту воду нужно выпить. Острием клинка, словом колдовским, я отсекаю головную боль. А в мозге отсекаю горящую хворь. Кровь не стучи по вискам. Не ломай, не жги. Потухни, боль, отступись. Водная сила за меня заступись. Клинок боль отсекает, а вода от боли спасает, заклято. Вот так вот отсекли, 13 раз прочитали, вытащите нож, эту воду выпейте. Сделайте это тоже часто. Ну, несколько раз в день, если у вас острые боли. Можете один раз в день для профилактики. Можете с утра сделать, потом пойти на работу, чтобы весь день у вас не болело. Можете перед сном это делать. У каждого по-своему болит голова. Но даже если у вас не мигрень обязательно, но головные боли, тяжесть тоже помогает. Она открывает вены, улучшает кровоток. Тем самым, естественно, спасает. А вот это вот, этот заговор читайте перед сном. Лежа в постели уже читайте 6 раз. И после уже спите. Ну, естественно, можете потом поговорить. Мне иногда такие дурацкие вопросы задают. А вот скажите, вот после того, как я ночью провела ритуал, я могу со своим мужем спать? Можете, конечно. Что за странные вопросы? Если бы было не можно, если бы я запрещала, то мужики бы меня искали, чтобы прикончить. Можете, не надо лишний раз на мою голову гнев их навлекать. 6 раз читайте, можно читать, но постарайтесь такие заговоры, ритуалы в полголоса читать. Не шепотком, а полголоса. Когда шепоток, я вам скажу, это в полголоса читается и ложитесь спать. Потому что очень многие мигрени начинают в таком лежачем состоянии. Знаете, от того, что человек лежит, от того, что долго спит, тоже бывает мигрень. Мне кажется, мигрень от всего бывает, если он уже есть очаг. Стоит осина посреди поля, раздолья, корни пустила, глубоко вонзила. Как ту осину не срубить, не свалить, не сломать, так и боли в моей голове не бывать. Истинно так. 6 раз прочитали, и потом делать, что хотите в этой постели. Но главное, перед сном читайте. Дальше. Прямое отношение имеют остеохондроз и спинная боль, и боль позвонка, и тоже влияет на мигрень и прочее. Так вот, давайте перейдем теперь на спину. Если у вас грыжа позвоночная, это, конечно, омерзительная вещь, и я вам не рекомендую делать операции. Многие люди, которые сделали операции, потом вообще ходить не могли. Видите, как летает по траектории. Вот сюда, 13-й минуте, а потом туда. Так вот, лучше поддерживать, делать лучше определенные зарядки. Массаж, конечно, противопоказан, туда трогать вообще нельзя. Я очень много разбираюсь в медицине, потому что у меня вся семья врачи. И, честно говоря, мы с сестрой учили вместе с ней в медицинском, потому что я с ней садилась и долго занималась. И вот, естественно, это все и сама узнала. Так вот, спинная боль, если позвоночная грыжа, что такое спинная боль вообще и так далее? Это прищемление между дисками, прищемление нервов. Вот прищемляется нерв между дисками и постоянно болит. Иногда отстраняют, иногда сейчас какие-то там ставят что-то. Если раньше человек ломал позвоночники, это было уже навсегда, навеки вечные, а в данное время мы уже дошли до того, да, медицина развивается, что если нервные окончания живые, то сломленная кость – это совсем не, скажем, не причина бояться лежать всю жизнь.
Потому что многие наши атлеты, многие спортсмены ломали позвоночник, и у них вот это вот стоит между дисками, поддерживающие. Позвоночный рак сейчас удаляется вместе с дисками, потом восстанавливает, человек ходит и живет. Это хорошо, что есть такие возможности, но единственное, что эти возможности, к сожалению, не каждому доступны, увы, но они существуют. А когда-то даже самые богатые люди не могли спасти своих близких, родных вот от такой беды. Сейчас это есть. Но если вы будете обращаться к силам вселенским, очень может быть, что до таких острых моментов не дойдет. То есть вы будете следить за этим, боль будет уменьшаться, может и пропасть. Но, опять же, я вам повторяю, надо делать это часто. Часто, потому что ритуалы здоровья, ритуалы на деньги, понимаете как? Порча, она снимается раз и навсегда. Можно иногда обновлять, очищать свою энергетику, но не постоянно эта порча снимается. А вот ритуалы денежные, нужно все время питать эти силы, вот этой энергии радости и обратно получать. То есть чем больше ты им отдаешь, тем больше они тебе возвращают. То же самое касаемо здоровья. Надо все время свой организм поддерживать, призывая эту вселенскую энергию для своего здоровья. Некоторое время перестаньте то есть делать, да, и почувствовать, что опять ослабевает эта энергия. Так вот, когда острая боль, если у вашего ребенка такая острая боль, я вам давала ритуалы, кстати, вы спрашиваете, для детей. Называется шепотки матери, бабушки, тещи. Вот это я давала для детей. То есть вы спрашиваете, я могу для своего ребенка там делать, чтобы он выиграл конкурс. Я вот все время напоминаю, вам же лень искать. Называется шепотки матери, там тещи, свекрови. Вот это для детей можете провести. Там очень много полезного и людям помогало, что и дети получали хорошие там места, работу и так далее. Вот это тоже, вот эти вот спинные и прочее, вы можете провести для своих детей. И для себя, и для своих детей. Вот эти вот, которые я вам даю. То есть, если ребенку очень плохо, очень тяжело, он не может встать, вы можете просто в лежачем положении попросить его повернуться на живот, взять нож. И вот так вот, смотрите, отсекайте вот то место, которое болит. Спросите, какое болит. Вот так вот отсекайте, но не на себя, от себя вот так вот отсекайте. То есть как будто режете его и говорите. Говорите до того момента, пока облегчение не наступит, вот пока легче не станет. Сначала будет ощущение такое, знаете, как при анестезии. Там сначала охладевает, потом может горячо стать, потом резко в одном месте, в одной точке собирается боль и заканчивается. Очень сильная, очень хорошая вещь. Это можете провести и там для своей матери, для мужа, если нужно. Вот то, что можно сделать для близких, я вам говорю. То есть это мольба, просьба за них, вместо них. Это можно, дорогие друзья. Но когда вы спрашиваете порчу снимать и прочее, это нельзя. Вы не вправе это делать. Это делают либо практики, либо сам человек облегчает свою участь, как, по моим работам, которые я давала. Отсекая вот так ножом, читайте. 6 кустов, 6 котов. Под 6 кустом черный кот лежит. Куст свой сторожит. Кот-котище, оставь куст, запрыгни мне на спину. Или ему на спину. Когтями сдирай боль, зубами сгрызай хворь. Выедай боль спинную, освобождай мое тело от боли. Истинно заклято. Мое или имя человека. Читайте до того, пока легче не станет. А легче станет. Потом нож берете, под проточной водой промываете и говорите, куда вода, туда и боль ушла. Это будет так. И можете дальше пользоваться ножом. Дальше. Если у человека постоянные боли, держите в холодильнике кусок мяса. Мясо вообще. Порежьте там кусочек.
и положить ему на спину. Можно и разморозить, можно чуть под горячей водой, чтобы она чуть-чуть пришла в себя, чтобы не было сильно холодной. Вот ложите ему на спину этот кусок мяса на то место, где болит. Или себе на спину, вот так держите рукой. Опять читайте до того, пока облегчение не наступит. А потом этот кусок мяса выкиньте. Просто выкиньте, не оставляйте нигде. Просто выкидывайте в мусорку и все. Потому что она всю болезнь на себя взяла. И берете 3 монеты. Ну, просто будете выходить ближайшие 3 дня. Выкиньте на перекрестке через левое плечо и говорите: плата за исцеление. И уходите. Все. Делайте это часто. Держите у себя кусок мяса. Мясо втягивает в себя эту боль. А тем более, если вы еще и знаете сильный заговор, вот этот заговор, он как бы за основу этого заговора кавказская магия, а именно грузинская. Летел орел через черные горы, забрал орел свой обед мясной, и заодно и мои хвори. Истинно так. Читайте хоть 10 раз, хоть 40 раз, вот чувствуйте, проходит. Если ребенку читайте или там близкому человеку читайте, лучше людям по крови читать. Другим не надо брать на себя ответственность. Им просто скажите, они сами пусть делают. Тогда, вот как человек скажет, что легче стало, тогда, значит, оставьте, прекращайте читать. Читайте до того, пока станет легче. Дальше. Боль. Как только начинается боль, нужно средним пальцем крутить против часовой стрелки вокруг вот этого болючего места и говорить: с перекрестка ко мне шли 3 свекрови, 3 снохи. Свекрови боль мою заговорят, снохи хворь мою излечат, а вселенная им в помощь в этом деле. 3 раза поплевывали и говорите: да будет так. Опять же, столько раз читать, пока боль не отступит. Если вы читаете для другого человека, точно так же средним пальцем крутите против часовой стрелки, значит, на том месте, где болит, и читаете, и спрашиваете, что прошло там, легче стало. Вот когда уже полностью боль соберется в одной точке и пройдет, тогда, значит, идите, промойте руки, и все. Спрашивают: за это все нужно откупаться? Не надо постоянно откупаться. Если вот месяц проводите, у вас боли прошли, отнесите под дерево, оставьте 13 монет, 6 монет, говорите: откупаюсь от боли и хвори, или плачу за исцеление, и уходите. Вот таким образом. Но каждый раз, когда вы читаете заговор или проводите этот маленький ритуал, каждый раз ходить откупаться не нужно. Нужно окончательно добить это все, хотя бы одну, как, грубо говоря, одну серию провести, откупиться, потом еще можно. Желательно, чтобы человек, для которого вы проводили, сам откупался, потому что это уважение к силам. Если он не уважает силы, в следующий раз силы ему помогать не будут, понимаете? Мне некоторые говорят: вот мой муж там не верит в это все, он там говорит, это все ерунда, вот можно я за него там проведу денежный ритуал. Если он говорит силам: это вы ерунда, я вас не уважаю, но деньги мне дайте. Как вы считаете, они помогут ему? Естественно, нет. Поэтому человек сам должен уважать эту силу, прийти к этой силе только тогда, только в этом случае у него будет успех в дальнейшем. Силы-то 1 раз помогут и 2 раза помогут, посмотрят на его поведение. Но если он поведет себя как хрю-хрю, да, из сказки, то 3-й раз уже пошлют очень далеко. А может и накажут. Вот потому не надо ни за кого ничего проводить. Человек сам должен уважать их и просить, и получать. Так, дорогие друзья, я надеюсь, завтра у меня будет чуть побольше сил. Вот. И завтра еще серию продолжу этих работ. Пока что пользуйтесь во благо. Еще раз напоминаю, для детей спрашивайте все время, вот для детей что мы можем, вот шепотки или заговоры, сейчас не помню, как я написала, свекрови, бабушки, тещи.
Попрошу кого-нибудь из зрителей, там внизу под роликом эту ссылку поставят, если найдут. Да найдут на канале. Вот те можно сделать для своих детей. Ищите, когда я им говорю, ищите, изучите канал. Не просто так говорю от того, что мне нефиг делать. Потому что я знаю, что все есть, все, что вам нужно, все там есть. Искать надо просто. Просто искать и все. Все. Всем удачи и всех благ.